Здравствуйте! Я уже предвижу, я уже практически слышу ваше возмущение по поводу того, как я могу потратить 172 рубля, а это практически $10, на какой-то кусок тряпки. Да, еще раз здравствуйте, меня зовут Лариса Левинская, и в этом видео я хочу объяснить свою точку зрения, почему стоит потратить 172 рубля на кусок тряпки, которая поможет вам ускорить процесс уборки дома, облегчит этот процесс и превратит это из рутины в приятное легкое путешествие, легкое приключение. И для начала небольшая предыстория. 2 года назад так получилось, что я меняла свою старую ванну. Те, кто хотя бы раз меняли ванну, знают какое-то удовольствие в кавычках. 2 недели не можешь толком помыться, не можешь постирать одежду. Но все закончилось благополучно. Ванну установили, и мастер мне тогда порекомендовал ни в коем случае не использовать для очистки внутренней поверхности ванны порошковые средства. Что я и делала. Я использовала для этих целей универсальное моющее средство, концентрат компании Тианде. Достаточно было всего лишь 1 столовую ложку концентрата поместить в пульверизатор, разбавить водой, перед употреблением вот так вот встряхнуть и наносить на поверхность ванны, и минут через 10-15 смывать. Все было хорошо до того момента, когда я обнаружила, что почему-то в каталоге этого средства уже нет, хотя средства шикарные для уборки полов, антистатическое. Так уж случилось. Чем же я буду мыть свою ванну? Не покупать же мне жуткую химию из масс-маркета. Мало того, что неизвестно, как она отреагирует, как подружится моя ванна с этой химией. А во-вторых, я знаю, какой вред наносит организму химия бытовая. Хочется чего-то экологичного. И небольшое лирическое отступление на тему того, что ученые, медики бьют тревогу, что в последнее время увеличился процент мужского бесплодия. Когда начали копать глубже, выяснилось, что многие мамочки, не задумываясь, мамочки, которые носят под сердцем будущих сыновей, не задумываясь, используют бытовую химию. Особенно она вредна для репродуктивной функции их сыновей на 1-м триместре беременности. Поэтому, дорогие девушки, которые собираются стать матерями сыновей, подумайте, прежде чем использовать бытовую химию из магазина, если вы хотите быть не только мамой в ближайшем будущем, но и в перспективе стать бабушкой. Но это лирическое отступление. Так вот, я всерьез опасалась, что же буду мыть свою расчудесную ванну. И каково же было мое радостное удивление, моя вау, когда я узнала, что в продаже появилась вот такая салфетка, универсальная, двухсторонняя салфетка-скрабер. Вот так она выглядит. Это одна сторона, это однотонная, это супер микрофибра. А вторая сторона состоит из полосок. Полосочки более светлого цвета – это впитывающий слой. А здесь полосочки более яркого цвета – это такие ребрышки, они в то же время эластичные, в то же время умеренно жесткие, которые позволяют захватывать грязь, когда речь идет о более сильных загрязнениях, и удерживают этими ребрышками эту грязь на поверхности этой салфетки. По поводу размеров салфетки: 31 см на 33 см. Раз уж мы заговорили о размере салфетки, я бы честно сказала, посоветовала производителям сделать еще облегченный вариант этой же салфетки, примерно на 1/3, на 1/4 меньше, вот примерно такого размера, сантиметров 20-25. Потому что на мой вкус, может быть, со мной согласятся другие хозяйки, попробовавшие эту салфетку, все-таки на размер женской ладони она великовата. Остается слишком много свободного пространства, неэффективного, это раз. А во-вторых, если она будет стоить дешевле, чем 172 рубля, я больше чем уверена, что больше женщин все-таки потратятся на использование этой салфетки более меньшего размера. Что же я делаю, для чего же я применяю эту салфетку? Хочу поделиться своим опытом. Как вы уже догадываетесь, я использую для очищения ванны. Прекрасно убирает загрязнения для того, чтобы принять ванну полноценно. Также очень удобно этой стороной, более гладкой, более нежной, с микрофиброй, протирать поверхность вашего монитора, вашего компьютера, вашего ноутбука. Я уверена, что они у вас есть. Также можно использовать для очищения полочек, статуэточек, всех поверхностей, которые у вас есть в жилой комнате, в гостиной. Не оставляет разводов. Мне очень нравится использовать эту супер салфетку
для очищения поверхности холодильника, особенно в тех областях, где захватаны ручки, электрических выключателей, тоже такая же проблема. Если у вас, так же как у меня, к несчастью, межкомнатные двери светлых тонов, то вы прекрасно знаете, как быстро загрязняется нижняя часть коробок дверных, загрязняются сами двери, тоже очень удобно использовать, достаточно протереть влажной салфеткой, не надо даже смывать, я не смываю. Быстро, эффективно, никаких разводов не остается, нет этих ужасных подтеков на полу, которые образуются, если используете какие-то химические средства из масс-маркета. Ну, честно скажу, что я очень бережно отношусь к этой салфетке, я не использую для удаления загрязнения жирных поверхностей, потому что для этих целей есть другие средства. Хотя, конечно, эту салфетку можно использовать, но я ее берегу. Для этого есть супергель, но об этом как-нибудь я расскажу в ближайших видео, это отдельная тема. Есть меры предосторожности, чтобы эта салфетка прослужила вам дольше. Ее ни в коем случае не стоит гладить, ее не стоит высушивать на батареях. Я, например, ее высушиваю после использования на фронтальной поверхности газовой плиты, там, где всегда есть ручка, на уровне духовки. Чуть выше уровня духовки, прекрасно сохнет, потом складываю в коробочку и до следующего применения. Не знаю, убедила ли я вас, но если человеческое время, человеческая энергия стоит каких-то денег, я думаю, вот эта прекрасная вещичка, эта салфетка-скрабер прекрасно поможет вам и время сэкономить, сэкономить вашу энергию, ваши нервы, ваше, ну, не знаю, ваше настроение сбережет и превратит рутину, эту еженедельную, ежедневную уборку в приятное, увлекательное приключение. Поэтому прошу любить и жаловать, не скупиться на приобретение вот такой салфетки скраббера компании Тяндем. С вами была Лариса Левинская. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе ответов на самые различные вопросы по теме красоты и здоровья.